Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. И сегодня на моем столе громадина, новинка от фирмы Трампета, российский ракетный комплекс стратегического назначения Тополь-М в 35-м масштабе. Огромный и дорогой набор. Стоимость его в нашем интернет-магазине iModelist 13 200 рублей. Длина модели почти 640 мм. Ширина почти 116 мм. А количество деталей в наборе более 1100 штук. Ну а в коробке инструкция, схема окраски модели и нанесения декалей, реклама, конечно же, пакеты с литниками, и тут пакеты с литниками. Снова пакет с литником. Набор окрасочных масок, декали. Резиновые покрышки колес. Фототравление. И металлические трубки. В наборе всего 28 литников, включая литник с прозрачными деталями, но многие повторяются. Первыми решил показать литники с дисками. Данных литников, в наборе аж 4 одинаковых. Сами покрышки резиновые, но до них мы дойдем чуть позже. А вот диски пластиковые и очень даже неплохого качества. Если бы я хотел собрать данную модель, а собирать я ее не очень планирую, диски бы оставил из набора. Транспортно-пусковой контейнер. Сразу скажу, что самой ракеты РС-12М1 в наборе нет. Данные детали, даже в таком сложном на две части виде, смотрится очень впечатляюще. Контейнер – самая длинная часть модели – 640 мм. Да, есть шов продольный, который нужно будет убрать обязательно. Есть детали, и немало, которые нужно еще будет к контейнеру приклеивать. Но и без них деталь очень фактурная. Ну, красота. Решил сразу показать и верхнюю, и нижнюю часть контейнера. Модель можно собрать в одном из двух вариантов. В походном, когда контейнер опущен, ну и соответственно в поднятом, в рабочем положении. Модель это позволяет. Тополь-М в 35-м масштабе от данного производителя это первая существующая модель, и думаю, что последняя. Не уверен, что еще существуют производители, обладающими такими производственными возможностями. А вот в 72-м масштабе модель есть у нашего отечественного производителя, фирма Звезда. Так что если кому-то размер не подходит, а он подойдет не каждому, а Тополь-М хочется, то можно и собрать в 2 раза меньшем масштабе. Один из самых больших литников. Здесь детали контейнера и детали ходовой части. Качество пластика, качество литья очень радует. Облоя, естественно, что нет. Следы толкателей на невидимых местах модели.
Еще один длиннющий литник, который целиком не помещается в камеру. Рама машины. И снова детали ходовой части. Вообще, большая часть деталей в наборе – это детали ходовой части. 3 одинаковых литника. А что это значит? Значит, что детали повторяются, и нам предстоит кропотливая работа по сборке. По поводу матчасти модели сказать ничего не могу. Техника засекреченная. Поэтому знают только знающие люди. Тополь М принят на вооружение в 1997 году. Естественно, что Тополь до сих пор стоит на вооружении, но выпуск их прекращен в пользу более перспективного ракетного комплекса РС-24 «Ярс». Ракета РС-12М1 имеет стартовую массу 46,5 тонн, а забрасываемая масса 1,2 тонны. 3 ступени. Дальность около 12 тысяч километров. Точность попадания 150-200 метров, что очень даже неплохо. Литник с кабиной. Кабина дана в разобранном виде. Есть некий интерьер. Насчет точности его сказать ничего не могу, но приборная панель, сиденье водителя и операторов присутствуют. Также есть в наборе двигатель. И причем очень хорошо детализированный, что несомненно радует. В итоге по пластику работы много. Здесь особо рассказывать нечего. Надо садиться и собирать. Быстренько проматываю оставшиеся и смотрим содержимое набора дальше. Литник с прозрачными деталями. Стекла кабины, рассеиватель фар. Пластик прозрачный, без искажений. Все хорошо. Детализация совсем неплохая, все красиво. Производитель позаботился о нас и положил набор окрасочных масок еще. Чуть позже покажу. 16 резиновых покрышек. Очень большие колеса. Есть надписи на бортах. Из минусов только шов посередине. Но технологически по-другому не сделать. Поэтому можно убрать, ну или заменить. У нас есть вот такие полимерные. Так что если кому-то надо, то пожалуйста.
Есть в наборе аж 4 платы фотоотравления. Первый перед вами. Здесь детали рамы. Вторая плата. Здесь в основном решетки. И еще две одинаковых платы. Ограждение фар, снова решетки и какая-то мелочевка. Четыре металлических трубки. Набор окрасочных масок на остекление. Декали. Первый лист на парадную версию Тополя. И второй лист побольше. Также с георгиевской лентой. Опознавательные знаки. Индикаторы приборов в кабину. Звезды. И номерной знак. Инструкция черно-белая, без русского языка. Содержимое набора. И подробнейшие шаги сборки. Пол инструкции занимает сборка ходовой части. Цветная схема окраски и нанесения декалей. Вариантов 3. Первый – просто зеленый тополь. Второй – парадный вариант. И третий – заключительный, трехцветный. На мой взгляд, самый красивый, но в то же время и самый трудоемкий. Выбор здесь за вами. И на этом все. На сегодня заканчиваю. Приобрести модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.